У вас уже 20:00, поэтому мы можем начать нашу вечернюю лекцию. А, Тему вы видите, да? Младшие арканы Таро. Сегодня Пентакли. Сегодня вторая часть. Значит, напомню, что у нас и как было до этого. Роман, доброго времени суток. Москва. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Оксана, Татьяна, Ярская. Здравствуйте всем. Всем здравствуйте. Добрый вечер, Лина. Инга. А, Кстати, кто из какого города, кто меня смотрит, откуда, мне вот интересно. Напишите, пожалуйста, в чатик. Это не в рекламных, не в целях раскрутки. Мне на самом деле интересно, кто, откуда меня смотрит. Так как география моих клиентов, в принципе, она достаточно широкая, но интересно, кто смотрит именно лекции, откуда, из каких стран, из каких городов. Так, хорошо. Значит, напомню, что лекция абсолютно свободная. Можно будет перематывать. Все это будет сохранено в записи. Украина. Ага, здорово. Все это будет сохранено в записи. Не уверен насчет того, будет ли сохранен чатик записи, но, в принципе, можете общаться во время прямого эфира без ограничений, общаться в чатике. Вот. А если вы будете задавать какие-то сопутствующие вопросы параллельно моей лекции, одним глазом я буду смотреть, что там делается в чатике. Беларусь, Волковыск. Привет, привет, Беларусь. Россия. Угу. Очень приятно. Очень приятно. Значит, если вопросы какие-то будут более или менее в тему тому, что я рассказываю, то я буду заодно их брать и разбирать и пояснять то, о чем я рассказываю, то, что вы спрашиваете. В принципе, можно будет получить какие-никакие ответы. Так. Ну что, начнем, да? Итак, сегодня вторая часть раздела экспресс-курса, интенсив-курса такого моего авторского по младшим арканам. Значит, кому интересны старшие арканы, можно поискать на канале. Есть видео в количестве 4 или 5 лекций, собственно, по системе Таро, по которой я работаю. Я напомню, что это система Уэйта. Английская классика, скажем так, современной обработки с уклоном немножко в астрологию, только потому, что это очень хорошо сочетается. Первые 5 лекций по старшим арканам доступны на канале. Пожалуйста, смотрите, делитесь со всеми. Информация к распространению абсолютно свободная. Ну, если будете там вешать какую-то ссылочку на мой канал, мне будет приятно и полезно. Сегодня вторая часть по младшим арканам. Напомню, что у нас было раньше. Так. Значит, на предыдущей лекции мы с вами рассматривали, как разделяются младшие арканы. Разделение на старшие и младшие арканы, собственно, по системе арканов. Старшие у меня разделены по колесу зодиака. Подробнее можно в предыдущих лекциях. Сегодня заострять внимание на этом не будем, просто напомню, что вот есть старшие арканы и, соответственно, есть младшие арканы. Младшие арканы разделять по колесу зодиака не так удобно и не имеет такого глубокого смысла, как в случае старших арканов. Но напомню, что если с старшими арканами есть смысл в рассмотрении их по спиральному пути развития, да, не столько по круговому, сколько по спиральному, с нарастанием, да, с развитием личности, с более таким широким философским взглядом на Таро, то младшие арканы — это больше работа с бытовыми ситуациями, с теми, с которыми мы можем столкнуться в повседневной нашей жизни, с теми, с которыми мы имеем, скажем так, счастливую случайность встретиться в общении с другими людьми. Да, собственно, вот разделение всех людей, всего социума на 4 такие в общем и целом группы по интересам, по характерам, по типам темперамента, допустим, да, имеет смысл разделить все это на 4 стихии, как и в астрологии, как в алхимии, как, в принципе, в большинстве эзотерических систем есть такая
тенденция все делить на 4 стихии: земля, вода, огонь и воздух. Я думаю, с этой классификацией, в принципе, вы знакомы. Более того, эта система очень хорошо работает и в современных науках, да. Например, мы помним, что любое вещество имеет 4 агрегатных состояния, да. То есть это твердое, как земля, да, жидкое, как вода, газообразное, как воздух, и любое вещество в нашем мире может быть представлено еще и в виде плазмы. Это, скажем так, стихия огня. Вот, в свою очередь, каждая стихия тоже делится на свои 4 составляющие. Ну, углубляться в это мы не будем. Напомню только, что разделение на 4 удобно и в делении социума. Например, мы с вами помним деление социума в современной еще Индии, в средневековой Индии, да, разделение на 4 касты. Разделение на 4 таких своеобразных европейских касты, либо сословия было и в средних веках в Европе. По сути, оно присутствует и сейчас, просто не так ярко выражено. Допустим, в современной классификации общества это может быть и деление на 4 класса, да? Сами знаем, если кто учил еще в школе, в последних классах школы теорию коммунизма, как это называется, люди более старшего поколения помнят, что и как в вузах это учили. Я уже это не застал, слава богу, да. Вот школу я закончил в 95-м году, у нас уже в институтах эту тему не преподавали, но в философии я эту тему хорошо запомнил, хорошо прочувствовал ее и, в принципе, с ней согласен. Как современное общество, так и средневековое общество очень удобно делить именно на 4 таких касты, сословия, класса. И оно, в принципе, работает. Хорошо, значит, на прошлой лекции мы с вами рассматривали стихию огня, ее смысловым рядом из единицы до десятки. Я напомню, что развитие этой стихии просматривается по логическому ряду цифровому карт Таро. Мы имеем 10 цифровых карт, так называемые цифровые, либо номерные карты Таро, младшие арканы, и так называемые придворные карты Таро, где мы с вами наблюдаем 4 персонажа с различной степенью, скажем так, ответственности, да, с различной степенью возможности управления ситуацией, да. Это паж, рыцарь, королева и король. В принципе, все они вчетвером и создают, скажем так, систему общества, систему человечества. Те, кто выполняют работу базово, да, те, кто имеет некоторую личную свободу, те, кто управляют ситуацией чуть-чуть свыше, да, имея и личную свободу, и управляя всей этой ситуацией, и непосредственные хозяева самой ситуации, да, высший, скажем так, высший свет, власть. Вот. Я считаю логичным и удобным рассматривать придворные карты, наверное, после того, как мы рассмотрим хотя бы 2 стихии. Да? Сегодня я постараюсь вам дать младшие арканы в виде пентаклей. И, наконец-то, мы посмотрим с вами, как работают придворные карты, что они значат вообще, как они управляют ситуацией. Потому как в сравнении 2 стихий будет очень удобно увидеть разницу. Да? Вообще в сравнении чего-либо разницу видеть гораздо удобнее. Это мы с вами увидим в двойке пентаклей. Сейчас, в принципе, и начнем. Давайте только быстренько пробежимся по по младшим арканам, по огню, по жезлам, да? Просто ради того, чтобы напомнить, чтобы войти, скажем так, в течение логики. Итак, что такое огонь? Что такое жезлы? Почему огонь ассоциируется именно с жезлами? Есть школы Таро, которые считают, что жезлы это не огонь, жезлы это скорее воздух, а вот огонь это мечи. Я не совсем понимаю, с чем связана такая логика, так как ощущение стихии, если вы хоть чуть-чуть ощущаете, что такое стихия, то вы прекрасно будете видеть, что
желание огня двигаться все выше и выше, желание огня выбрасывать ту скрытую в себе энергию. В принципе, что есть огонь, да? Есть некое хранилище энергии, которое при определенном физико-химическом состоянии, да, то есть в состоянии горения, может выбрасывать энергию, накопленную в себе, наружу, в ту часть, где ее меньше, да, то есть если мы берем кусок угля, это своего рода сконцентрированная энергия в виде физического чего-то, да, либо нефть, это сконцентрированная энергия. При сгорании этого вещества происходит выделение, выброс этой, скажем так, накопленной, сжатой этой энергии, и выходит высвобождение этой энергии туда, где ее мало, в холодный воздух, либо путем нагрева чего-то холодного может передаваться энергия. Вот эта передача этой энергии и есть огонь, есть сам смысл стихии огня. Взять там, где много, передать туда, где мало. Сам процесс передачи и является стихией. Поэтому человек, если брать человека и погружать в эти аллегории, да, мы с вами можем понять, что человек имеет некое скрытое желание от того, что он понимает, что ситуация, в которой он находится, не совсем для него удобна, не совсем для него приятна, не совсем ему нравится. В связи с пониманием этой ситуации у него возникает определенное желание. Либо изменить эту ситуацию, либо уйти из этой ситуации, либо как-то повоздействовать на то, что происходит. И вот это скрытое желание, воля человека к изменению чего-либо того, с чем он имеет дело, да, и есть проявление энергии огня. Желание, страсть изменить что-то, настойчивое желание переделать в соответствии со своим видением ситуации эту самую ситуацию, есть проявление энергии огня. Желание человека жить так, как ему хочется. Вот это проявление желания и есть жезлы. Почему в средневековых картах именно жезлы, либо карты, если брать игральные карты, да, это, конечно, трефы. То есть там вот листик такой, стилизованный листик именно в виде 3 таких шашечек, да, ну сейчас у меня нет рисунка, надо бы сделать, конечно, на следующей лекции я, пожалуй, сделаю. Прошу не путать с листиком, который мы с вами видим в масти пики, да, то есть помните такой черный листик с ножкой, да, такой остроконечный черный листик, это якобы листик, это якобы жезлы. Это не жезлы, это стилизованный меч, это острие, собственно, пика, swords по-английски, да, мечи, либо пики, что-то острое, что-то режущее, колющее, это скорее масть мечей, само собой понятно, да, то есть, ну, очевидно. А вот трефы с ее стилизованным изображением листика, который больше похож вот на дубовый листик такой, да, с округлыми краешками, вот это и есть эти жезлы. Почему жезлы? Именно листики от того, что огонь имеет свойство двигаться, расти, ну и, собственно, выбрасывать эту энергию. Семечко, которое мы сажаем в землю и которое пробивается через асфальт в виде зеленого ростка, и который в самом начале имеет огромный потенциал, огромную энергию, чтобы пробить, поднять этот асфальт, вот эта накопленная в семечке энергия, да, и выброс этой энергии, желание расти, желание двигаться дальше, и есть огонь. Да? Поэтому все, что растет, все, что весной прет из земли как сумасшедшее, вот эта дикая энергия, та энергичность, которая заложена в детях в первые 7 лет жизни, мы видим, что дети гипер энергичны, да, вот это и есть тот самый огонь, это проявление желания. Я хочу, и все тут. Простое желание человека дает ему огромное количество энергии для того, чтобы он это желание осуществлял. Вот. Ну и, собственно, когда человек ощущает это желание, эту энергию, в тот момент, когда у него появляется это желание, он просто ощущает это желание, еще без привязки к чему-либо. Да? Вот, например, есть у него что-то, есть у него есть у него желание заработать деньги, да? Он просто ощущает это желание. Человек, который видит, что где можно взять,
где больше, а где меньше, он видит разницу двух состояний, разницу двух желаний. Один человек хочет продать, другой человек хочет купить, да. Один человек произвел, вырастил много зерна, ему с этим зерном что-то надо делать. Он хочет избавиться от излишков зерна, у него его слишком много, он может продать его дешево. Другой человек в городе, у него нет этого зерна, он хочет кушать, зато у него есть деньги, у него есть огромное желание купить это зерно, чтобы сделать себе хлеб. Вот человек, который хорошо чувствует разницу желаний, разницу потенциалов, а огонь это само собой энергия, да, в чистом виде. Вот он может жить за счет того, что излишки некой энергии в виде зерна, допустим, условно, перенести в другое место, там, где его мало, где его не достает, и на разнице, вот на этих процентах жить, да. Ну и, собственно, это, конечно, класс торговцев, класс мелкой буржуазии, да, класс спекулянтов, так скажем, те, которые хорошо чувствуют, где, что, как, почем, ну, вот это вот ощущение социума у них чувствуется очень остро, очень хорошо. Они должны чувствовать, кто чем дышит, чтобы вовремя реагировать, чтобы на разнице этих потенциалов и, собственно, ощущать, где можно заработать. Вот двоечка — это разница желаний. Вы видите одно желание, вы видите другое желание. Либо это ваше собственное желание, либо это желание двух разных людей. Все зависит от расклада, все зависит от того, что вы имеете в виду, рассматривая ситуацию, в которой лежит эта карта. И, собственно, по тройке человек, осознав ту выгоду, которая может быть осуществлена из работы двух этих желаний, двух этих потенциалов, он и может приобрести что-то полезное, в конце концов, да, взять где дешево, продать где дорого, разница ощущается как сработка двух этих желаний, да, либо если у вас есть желание двух разных людей, продавца и клиента, тройка может значить, к примеру, взаимодействие двух этих желаний, да, попытка договориться так, чтобы два разных желания привели по итогу к одному общему желанию, консенсусу, к договоренности. Эта карта может значить определенную, ну как это, когда люди торгуются. Вот, собственно, процесс торговли, договоренности по цене. По четверке человек понимает, что то, что мы сделали в тройке, хорошо, было бы неплохо повторить, повторяет еще раз и еще раз, видит, что определенные желания настолько хороши, что можно как бы их поставить на поток, на постоянную основу, и четверка ощущается уже, собственно, как некое постоянное желание. Более подробно я уже не буду останавливаться, есть предыдущая лекция, первая часть младших арканов, там все это есть. Можно глянуть. Сегодня я только напомню, да, что у нас там по жезлам. Это меня и озадачивает в школе Папюса. Чтобы работать со школой Папюса, нужно очень хорошо знать символику. Нужно чувствовать символы, просто вот сам смысл символов. Там нет яркой образности, да, там нет переживаний, ощущений. Там просто работа с информацией, работа с символикой. Мне школа Папюса не очень. Суховато там все очень. Информации много, но суховато. Хорошо, по пятерке жезлов человек ощущает, что постоянное желание это, конечно, хорошо, но когда скучно, хочется движения, хочется хотя бы хочется сравнивать свои желания постоянные, те, которые он понял, что вот это есть хорошо, это мы будем делать. Возникает ощущение, что, ну, если ты хочешь двигаться дальше, а переход из четверки в пятерку всегда ощущается как переход из стабильного положения в какое-то движущееся вперед. Нужно взаимодействие с конкурентами, взаимодействие с социумом, глянуть, как что там у людей, ну и показать себя тоже, сравнить, у кого палка длиннее, кто и круче, сильнее может ударить, да. По пятерке жезлов это скорее желание взаимодействовать с другими людьми, чтобы из этого был уже некий толк, да, либо хотя бы ради самого процесса, как по пятерке, либо мы переходим к шестерке после конкуренции, хорошо бы получить победу, да, потому как конкуренция без желания победить это просто драка ради драки, а вот конкуренция с неким счастливым итогом это триумфатор, как Уэйт называл эту карту, это победа человека и демонстрация своего желания, своей воли превыше всего другого. Свою палку он поднимает выше всех,
Он хвастается, он показывает другим людям свое желание, он делится своей страстью с другими людьми, понимая, ощущая, что он круче других может это делать. Скажем так, это и понты, это и тщеславие, но и определенного рода политика, так как в политике люди занимаются продвижением своих идей в широкие массы, скажем так. Следующий этап — это семерка жезлов, где мало того, что ты показываешь людям свое желание, ты должен еще и отстаивать. Победив в чем-то и продемонстрировав свои итоги, будь готов к тому, что тебя с твоего высокого насеста, с высокого места, насиженного своего личного, могут свергнуть свежие желающие. Поэтому умение отстоять свою позицию упорно, либо упрямо, как у кого выходит, это уже у нас семерочка. Напомню, что цифра 7 у нас традиционно значит много. Много желания, большое желание свергнуть короля горы и самому туда залезть. Хорошо, если вы сверху, плохо, если вы только-только лезете наверх. Восьмерка — это понимание того, что слишком уж много желаний ведет к тому, что однообразие — это плохо, да, сменяемость, вот та самая сменяемость власти, да. В восьмерке человек может это понимать, но тут у нас речь идет не столько о власти, сколько о смене желаний. То есть нужно чувствовать рынок, нужно подстраивать свое желание под меняющуюся конъюнктуру, скажем так. Вот это умение быстро прореагировать, быстрее других жонглировать этими желаниями, да, и ощущается человеком как умение быстро перестроиться, среагировать на то, что происходит в твоей жизни. Таким образом, человек приходит в девятку в понимание того, что финал уже близок, я почти достиг вершины, но перед решающим рывком, перед последней битвой, да, я вроде бы отбил все атаки всех конкурентов, я почти добился того, что я хочу. Но вот он стоит весь израненный, замер в напряженном ожидании развязки, и развязка происходит у нас в десятке, когда возникает ощущение полноты. Все, человек всю ситуацию прошел, развился до упора, до итога, уперся в потолок своих возможностей, больше на себя взвалить он не может. Это тот максимум веса, который он может взять и донести до своего дома, до нужного места, до пункта назначения. Вот, в общем и целом так. Вот идет развитие такой ситуации. Так развивается в человеке желание что-то делать, как-то шевелиться, как-то жить в этом мире. Соответственно, давайте сравним, как все то же самое происходит в Пентаклях, в Земле. Что за Земля, что вообще за стихия такая. И если жезлы — это огонь, это желание жить, это желание как-то менять эту ситуацию. Вообще, что такое жизнь, что такое желание жить? Это, конечно, желание изменений, желание некого роста ситуации, то есть, чтобы ситуация росла. Не живет то, что мертво, не меняется то, что умерло, да? Поэтому само желание жизни — это само желание изменений чего-либо. Если все статично, оно умерло. Однако есть стихия, которая самой своей сущностью делает стабильность, делает ощущение того, что вот так, как хорошо, так и должно оставаться. Это несколько противоположное огню ощущение, это ощущение Земли. Дело в том, что можно разделить все, что существует у нас, на две условные, скажем так, половины. Это на активную половину, на желание изменений, и на пассивную половину, на желание спокойствия, на желание оставить все в покое так, как есть. Потому что, ну, мало ли, вдруг война, а я тут уставший, да. Лучше оставить все так, как есть, так как оно вроде бы сейчас я жив, значит уже хорошо. Мало ли, что там будущее принесет, вдруг война, вдруг в поход, вдруг хищник нападет, а мы тут как бы вот отдыхаем. Что такое Земля в широком понимании? Земля — это, конечно, материя, да, то есть, если мы берем мифологию, если мы берем, давайте самые близкие нам, библейские мифы, да, все с ними знакомы более или менее по архетипам, по символике, которая сейчас активно в массовой культуре продвигается, в фильмах. Например, если взять Люцифера, если взять Прометея, если взять ощущение, которое дает в буддизме бог Мара, да, это приковывание к земной
поверхности к материальной оболочке. Зависимость от своего бренного тела. Вот это бренное тело, материальная оболочка и, в принципе, материальный мир — это пентакли, это земля, это материал, материальное ощущение чего-то. Если огонь — это у нас желание, то пентакли — это у нас скорее физика тела. Да? Если человек ощущает некие желания, изменения в разуме, скажем так, желанием что-то менять, то пентакли, физика тела, это физико-химические изменения в организме, которые заставляют человека действовать неким образом. Если брать это более так ненаучно, да, все, что мы можем пощупать, все, что мы можем ощутить с помощью 5 чувств, это есть материал, это есть материальное ощущение. То есть все, что можно насыпать, то, что может быть итогом реальной деятельности, то есть денежка, да. Деньги — это материальное воплощение итогов вашей работы. Либо если вам платят, как в средневековье, зерном, то зерно, как средство материального обмена, тоже может быть итогом вашей работы. Вы пахали, целый год у вас выросла пшеница, вы смолотили это зерно, и вот у вас имеется некий итог. Либо вы работали целый день, вы сделали горшок, глиняный горшок из земли, очень хороший пример, да. Вот оно было, вы его сформировали в некую форму. Собственно, сам туз, напомню, он не дает ощущения чего-то конкретного. Туз — это в общем и целом сама стихия, да, то есть когда мы видим карту туза, мы понимаем, что тут дело, скорее всего, в физике тела, в физическом здоровье, в физическом желании человека, да, желание, которое выражено через физическое влечение мужчины к женщине, допустим, да, либо если какие-то проблемки человека вылазят через туз пентаклей, это, скорее всего, в общем и целом понятие его материального благосостояния, либо физического здоровья. Вот, как-то вот то, что можно ощутить, пальцами пощупать, да, понюхать, лизнуть, укусить, услышать, увидеть. Вот. Это не разум, не желание и не эмоции. Это физика тела. Психология жезла — это холерики, пентакли, флегматики, мечи, сангвиники, кубки, меланхолики. Я не очень точно помню эту характеристику, да, где-то там было у меня. Я на прошлой лекции это разбирал. Да, есть система. Воздух — сангвиники, жезлы — холерики, да, огонь — холерики, вода — меланхолики, да, кубки. Да, верно, все верно. Вот та самая система, она вся у меня. О ней я упоминал в первой части. Да, все верно. Все правильно, так и есть. Собственно, что мы имеем? Пентакли флегматики — это самые спокойные, самые сконцентрированные, сосредоточенные на некоем физическом действии. Так, это куда все у меня бежало? Сосредоточенные на некоем физическом действии люди. Да? То есть им интересная работа как процесс. Формулирование, извините, мой русский не очень хороший, формулирование чего-то, формулирование мысли, формирование в виде речи своих мыслей, да, то есть сделать свою неосязаемую мысль, либо еле уловимое желание или эмоцию в виде слов можно через землю, да. Мало ли что там вам думается, но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. От того, что то, что осуществилось в виде некоего физического действия, имеет вес определенный, скажем так, характер и последствия. Вот. Ну, если возьмем по средневековой аналогии, да, вот человек вырастил зерно. Ничего не было, он раз и вырастил. Что-то с ним дальше нужно делать, да, он понимает, что вот часть мы съели, да, нужно разделить. Грамотный человек понимает, что в конце с урожаем нужно сделать очень простую вещь. Разделить с пониманием того, что вроде бы равные части, но имеют разное ощущение.
Если человек не видит разницы между тем, что у него происходит тогда, и тем, что будет происходить в будущем, человек не будет двигаться дальше. Если бы человек оставался просто в примитивном ощущении Земли, да, вот он шел по лесу, нашел, съел, пошел дальше, так как ему нет необходимости думать по тузу Пентаклей о пропитании. Оно у него есть по умолчанию, оно ему дано свыше, да. Поэтому у нас тут картинка райского сада с воротами, с выходами из него. Пока человек находится в этом райском саду, пока он не думает о дне завтрашнем, у него все есть, у него все будет нормально, да. Будет день, будет пища. Но если он пришел в положение какое-то сложное, то он должен думать, как разделить пищу, для того, чтобы завтра было что покушать, что можно скушать сегодня, что можно скушать завтра. Поэтому часть можно съесть, часть можно отделить и посадить. Поэтому человек сравнивает два этих ощущения, да, что на сегодня, что на завтра. Двойка пентаклей, что значит? Что есть два физических ощущения, два материальных, скажем так, уровня жизни, которые человек может сравнить. Вот здесь у нас так, а вот там у них по-другому. Человек пытается ощутить физическую разницу между двумя состояниями своей жизни. Что мы видим на картинке? Человек в странной одежде, в странной шапке, вот такая высокая шапка. Вообще зачем она была нужна? Что это за шапка? Было бы проще, конечно, нарисовать шапочку в виде берета с бубоном таким, да, с помпоном. Зачем этот помпон был нужен и что это за шапка? От чего эта шапка высокая такая? Дело в том, что это моряк, матрос средневековый, да? Шапки они делали такие, чтобы не стукаться головой о рея. В принципе-то и помпон этот самый, да, он был придуман для того, что если моряк стукается о низкую переборку в трюме, да, чтобы он не разбил себе голову. Вот эта круглая штука, она как бы является такой прокладкой, амортизирующей удар. Вот тут мы видим одежду моряка. Причем тут моряк вообще, да? Что делает моряк по прибытии в чужой порт? Он пытается адаптироваться. Он подстраивается под меняющиеся обстоятельства. Это очень неприятное для человека Земли ощущение, что вот у нас было как-то, да, вот у нас было некое физическое ощущение правильности, которое мы хотим сохранить. А тут мы сравниваем, то ли так себя вести, то ли так, то ли по старой привычке, то ли по новой. Нужно уметь приспосабливаться. Чего человек нарисован в такой позе, как бы жонглер, как бы играет, да? Мы видим на заднем плане еще кораблики на волнах. Человек на корабле во время длительного путешествия, он привыкает к покачивающейся палубе. Почему моряки ходят по берегу такой вот шаркающей походкой? Ну, вы помните, как волк в «Ну, погоди», да? Такой тари-тари. В общем, широко расставляя ноги. Это их привычка. Они привыкли широко расставлять ноги на качающейся палубе. Вот. Поэтому двойка это понимание того, что у тебя была по единице некая привычка. По двойке ты должен сравнить, найти в новой ситуации новые условия и попытаться приспособиться из своей старой ситуации в новую ситуацию, да? Вот моряк с палубы сошел, а привычка широко расставлять ноги еще осталась. Это может быть не очень удобно, так как человек чужак заметен. Да? То есть человек, который движется не так, как все, не так, как местные жители, сухопутные, да, приковывает к себе внимание и заставляет подозревать в себе чужака. А это всегда такая психологически неудобная, опасная ситуация. Поэтому людям свойственно одеваться более или менее похоже, пытаться сходить за своих, чтобы тебе было проще, удобнее адаптироваться в новой ситуации. Вот. По двойке пентаклей обычно происходит приспосабливание к новой изменившейся ситуации. Да? То есть, если мы видим, что завтра все может измениться, поэтому лучше разделить кубышку на две части в евро и в доллары и хранить все яйца в двух разных корзинах. Мало ли что там будет дальше. То есть двойка
по пентаклям это умение сравнить то, что у тебя есть, то, что у тебя уже накоплено, некие привычки, с теми привычками, которые тебе предстоит наработать в будущем, приспособиться как-то к новым обстоятельствам. Карта может значить деньги заемные, так как это не особое увеличивание количества, да, это просто повторяемые действия. Почему вот эта восьмерочка тут прорисована? Это символ повторяемости. Чтобы привыкнуть к чему-то новому, нужно просто несколько раз повторить одно и то же. Да? Чтобы привыкнуть к новому способу действия, нужно этот способ действия повторить несколько раз. Повторение – мать учения. Да? Человек пытается приспособиться к новой ситуации. Физически, причем на уровне мышечной памяти. Что такое, к примеру, почерк? Почерк – это умение человека неосознанно рисовать каждую букву так, как он уже привык. Да? Вот то, что дети делают в начальных классах школы, да, вот учатся нарабатывать, ну, вот эти палочки рисуют, вот это и есть двойка пентаклей. Это умение наработать себе мышечную память, чтобы организм не забивал себе голову лишним контролем, просто на автомате делал, вот рисовал эти палочки, из которых уже там складываются буквы. Это приспосабливание к ситуации. По поводу бизнеса, к примеру, двойка пентаклей часто значит деньги заемные, так как тут физически мы видим переход денег как бы из одного кармана в другой. Это не резкий рост, это скорее умение приспособиться к ситуации на начале финансового пути. Проще всего занять у кого-то денег, чтобы включиться в бизнес, так скажем. Вот. Ну, это, скажем так, одно из второстепенных значений. Хорошо, значит, по двойке мы поняли важность не только стабильно сохранить то, что у нас есть, да, стабильно иметь некое физическое богатство, да, мы понимаем необходимость приспосабливаться к ситуациям. Как смотришь, как действуют местные жители, и пытаешься приспособиться к этому. На 100% уверен, что вот эту карту могут очень хорошо ощутить, к примеру, эмигранты. Да? Приехав на новое место, всем хочется смотреть на то, как действуют местные жители, и повторять за ними, чтобы сойти за своего, так как к чужакам всегда относятся чуть-чуть так с подозрением. Научившись приспосабливаться под новые условия, человек общается с социумом и учится налаживать связи. Да? Мы с вами помним в жезлах, двойка – это умение увидеть, услышать чужие желания. Двойка пентаклей – это умение повторить чужие действия, да, с тем, чтобы сойти за своего. По тройке жезлов мы с вами помним, что человек учится торговаться, учится находить консенсус между двумя желаниями, между моим желанием и твоим желанием. Таким образом, по тройке жезлов мы чувствуем взаимодействие с другим человеком. Да? По тройке пентаклей то же самое ощущение, только уже в плане Земли. Это некие реальные физические действия, которые исходят из понимания накопленного. Земля – это накопление всегда. Накопление физического опыта, либо опыта работы, либо финансового опыта. Это понимание структуры, это понимание того, что если у тебя чего-то больше, то ты круче. По двойке как бы мы видим, что вроде бы ты пытаешься сойти за равного, ты общаешься с людьми на равных. По тройке ты должен вовремя понять, что быть с другим человеком на равных, это, конечно, очень хорошо, да, но социум устроен определенным образом. Там есть система, каждый из мест которых человек занимает в зависимости от умения накопить что-либо. Либо практический опыт, это карьерная лестница, по некие физические данные, да, это, к примеру, спортсмены есть круче, есть пожиже, да, это социум в виде финансовых элементов, да, то есть у меня денег больше, у меня iPhone круче, новее, значит я выше тебя в социальной лестнице. Вот это умение чувствовать финансовые потоки и понимать, что и как
человек, в каком месте человек находится, дает человеку ощущение того, что он может сделать полезного не столько для общества, сколько для себя. По тройке еще пока для себя. Человек ищет, находит свое место среди равных по двойке, по тройке, он понимает, на каком уровне он находится. Хочется быть похожим на всех, но ты не можешь копировать действия миллиардера, если у тебя нет столько денег. Поэтому ты ощущаешь свое место, занимаешь свою нишу. Роман, по тройке пентаклей человек сдает экзамен. А, Один из смыслов может быть, но тут скорее идет речь о том, что человек взаимодействует с кем-то другим, с более опытным. Может быть, но тут скорее совместная работа. Смотрите, что эта карта значит, что за сценка. Это одна из аллегорических притч масонов, которые они часто рассказывали на посвящении новых братьев. А вообще, как бы у масонов, да, а тут мы прям видим масонов. То есть масонов совсем. Что такое масон? Это каменщик, да, вольный каменщик. Тут мы видим, как каменщик делает резьбу на каменной стене. Мы видим, скажем так, бригадира с чертежом, который поясняет каменщику, где на этой каменной стене ему нужно делать эту резьбу, да, то есть что и как нужно строить. И, собственно, заказчик, клиент, хозяин этого всего объекта, да, монах, который заказывает всю эту работу. Мы с вами видим 3 разных уровня строительства. А масоны своей целью ставили строительство общества, либо храма общества, скажем так. И была у них интересная притча по поводу того, что вообще можно класть камень на камень, да? Можно строить стену, кладя камень на камень. А можно строить храм путем строительства стен, которые ты строишь, кладя камень на камень. Да? То есть мы с вами видим 3 разных масштаба видения. Если каменщик, он просто видит, что он делает. Да? Это самый младший, низший уровень работы. Ты просто кладешь камень на камень, как тебе сказал бригадир. Ты хорошо знаешь, как положить камень на камень так, чтобы они взялись, крепко сцепились. Да? Вот ты умеешь на своем уровне хорошо делать работу. Бригадир знает, где какие стены нужно выстроить, чтобы все это стояло крепко. Это как бы более широкий масштаб видения работы. Кроме того, что бригадир должен знать, как класть камень на камень, бригадир еще должен знать, где ставить эту стену. Да? То есть это уже взгляд более такой широкий. Ну и монах, он вообще в принципе понимает, зачем нужен этот храм, зачем нужно строительство этого храма, зачем ставить эти стены, зачем класть эти камни. Ему уже важно понять, как все это будет работать вместе, в целостности, так скажем, чем этот объект будет являться в жизни всего общества, всех людей. Это самый широкий план видения. Да? Я уж не помню точно, как там у масонов было, по-моему, подмастерье, мастер и старший брат, либо как что-то такое. Вот. Ну, то есть у них было 3 степени вхождения в орден, да, в зависимости от того, сколько материала усваивал каждый масон, он мог стать на ступеньку выше. В принципе, эта карта нам является аллегорией на притчу о том, что один каменщик просто кладет камень на камень, другой строит стены, а третий строит храм. Но все они вместе все равно строят храм. Каждый из них и вместе, и отдельности, все они делают одно дело. Все они строят храм, все они работают вместе. Если вы хотите, чтобы получилось что-то хорошее, нужно взаимодействовать на разных уровнях этой системы. Каменщик должен слушаться бригадира, бригадир должен слушаться монаха-заказчика, так как вообще все это для заказчика делается. Ну а заказчик знает, что все это в принципе нужно и для него, и для бригадира, и для каменщика. То есть каждый видит ситуацию со своего угла, и без этого взаимодействия этот храм построить и нельзя. Поэтому взаимодействие очень важно для итога, для конечного итога всеобщей работы. В одиночку никто не может построить храм. В одиночку ты можешь только взять что-то,
по двоечке и повторить это еще раз, да, ты можешь взять камень, положить на камень, взять камень, положить на камень, да, то есть, ну и все на этом. По тройке ты должен понимать уровни, что бригадир, он потому тобой руководит, потому что он видит все в большем масштабе, он знает, куда ложить следующую стенку, а не просто как положить камень на камень. Добрый вечер. Здравствуйте, Елена, здравствуйте. Антонина, добрый вечер. Читала, что по тройке пентаклей это как будто сдача экзамена и проверка на мастерство. Да, есть такая аналогия и сдача экзамена, но тут идет именно взаимодействие разных уровней. Экзамен это своего рода взаимодействие разных уровней, потому что есть ощущение вот этого уровня профессора и уровня студента. Это два разных уровня. Профессор должен делать хорошо свое дело, он должен показать студенту все эти уровни. А студент должен хорошо делать свою работу, он должен делать то, что ему говорит профессор. Вот. Я бы не сказал, что это процесс экзамена. Я бы сказал, что это процесс взаимодействия профессора и студента. Экзамен это, скажем так, некий дедлайн, это некая проверка. Тут проверки нет, тут идет просто взаимодействие. Вот. Поэтому, ну, опять же, экзамен можно рассматривать как проверку, но более широко это можно рассматривать и как взаимодействие. Во-первых, в первую очередь, это взаимодействие профессора и студента, да, но по одному из своих нюансов это взаимодействие может быть еще и экзаменом, да. То есть, скажем так, тут тройка пентаклей, если говорить про процесс учебы, это не экзамен, это в принципе обучение, понимание системы и нахождение себя в этой системе. По тройке человек учится слушаться авторитетов. Если мы помним, третьему дому, астрологическому третьему дому, да, мы с вами видим троечку, у нас относится старший аркан какой? Старший аркан Иерофант. Это учитель, это авторитет. И, собственно, студенты, ученики. Ну и от 14 до 21 года мы с вами учимся. В прямом смысле слова у учителей, у авторитетов своего дела. Тут еще и такая тоже аналогия, еще и такой уровень, но разделять по 10 домам, ну, время от времени можно. Но, скажем так, увлекаться этим не стоит. По троечке мы должны в первую очередь понять, как вся эта система работает и какое место мы занимаем в обществе, кого мы должны слушаться и кому мы должны что указывать. Это иерархия. Человек Пентаклей, человек Земли, он в первую очередь твердо стоит на привычках. Он должен понять, как эта система Земли работает, как эта молекулярная структура, молекулярная решетка любого нашего материального вещества, из чего она состоит, как она работает. Там есть определенный порядок. Поэтому человек Земли, тельцы, девы, козероги, они все определенные люди порядка. Им важно понять, каким образом, как именно надо действовать, по какому правилу, чтобы получился нужный итоговый результат. Это люди науки. От того, что сам способ научного познания мира – это повторение несколько раз одного и того же опыта с одинаковыми исходными данными, для того, чтобы получить либо подобный же результат, либо различающийся результат. И таким образом можно понять, как происходит взаимодействие всех элементов этой системы. Вот как-то так. Поэтому, имея что-то, некий опыт, человек пытается его повторить, чтобы понять свое место в этой системе, на каком уровне этой системы он находится. Если этот уровень его устраивает, он продолжает работать на этом уровне. Заняв свое место, человек понимает, что для продвижения на следующий уровень ты должен просто накопить определенную критическую массу перехода на следующий уровень. Но пока ты должен хорошо делать то, что ты можешь делать. Если ты хороший бригадир, ты должен заниматься своей бригадирской деятельностью, постепенно наращивая свой опыт.
Если ты хороший каменщик, ты должен работать, камень на камень ложить постепенно, чтобы потом впоследствии стать бригадиром. Вот. Поэтому человек пытается повторить определенную последовательность действий, да, мы помним, что жезлы — это повтор одних и тех же желаний с пониманием того, что вот сейчас я хочу этого, завтра я буду хотеть другое, поэтому важно себе пообещать что-то в будущем, чтобы идти стабильным желанием, с подтверждением своего стабильного желания, да, это обещание молодоженов, опять же, да, по четверке жезлов, да, это стабильное желание, понимание того, что чего-то ты хочешь на постоянной основе, что-то тебе нравится больше всего, например, нравится тебе больше всего музицировать, значит, нужно становиться музыкантом и двигаться в определенном направлении, повторять все время одни и те же действия, те, которые действует музыкант. Поэтому четверка, как одна из самых стабильных карт младших арканов, это определенная привычка действий. Да? То есть ты понял свой уровень по тройке, ты должен его закрепить повторением. Если ты хочешь стать выше, да, ты должен повторять то, что у тебя не получается еще раз, еще раз, еще раз по четверке, по квадрату, да, еще, еще, еще и еще, чтобы закрепить навык, чтобы он стал постоянным. Тогда он переходит в мышечную память, да, и ты его можешь делать как истинный профессионал. Психология тройки пентаклей — это ребенок, родители, взрослый, что соответствует направлению трансактному анализу Эрика Берна. Вполне. Может быть, ребенок, родители и взрослый, каждый на своем уровне. Вполне. Ну, опять же, это видение разных уровней. А может, этот каменщик повышает свое мастерство в семерке пентаклей? Нет. В семерке пентаклей он просто ждет. Об этом мы чуть-чуть позже. А двойка пентаклей какой дом? Как ни странно, двойка пентаклей второй дом. Первый дом — это единица пентаклей либо туз, двойка пентаклей — это второй дом, это может быть мать и отец, как император и императрица, они нас просто учат, как правильно нужно делать. У них ребенок берет пример и пытается сделать так же, как что-то. Это двойка. Ты что-то видишь и пытаешься это повторить так, как у другого человека. Эмигрант, он как бы новичок в стране, он как бы ребенок, он мало что знает, он смотрит, как это делают местные, более опытные жители, да, мать с отцом — это местные жители, которые просто больше лет тут прожили, чем этот ребенок, да, поэтому ребенок повторяет за родителями в попытке обрести некое свойство, некое умение. Вот вам двойка пентаклей. Дальше двигаемся, да, собственно, у нас троечка пентаклей — это понимание своего уровня в этой системе, и по четверке ты пытаешься закрепиться на этом уровне. Почему четверка — это попытка закрепиться и вообще ощущение? Тут очень интересная карта. Чем она интересна? Ну, сидит человек, держится за монетки, обложился ими со всех сторон, и в голове деньги, и в руках деньги, и ногами так наступил на деньги, чтобы не украл никто. Явное желание сохранить то, что ты имеешь, да? Понятно. Стандартное значение карты — это скупость, жадность. Хорошее — это бережливость, постоянство, да, ощущений. Хорошее чувство себя как повторяемости наработанных действий. Вот оно у меня получается таким образом хорошо, я это менять не буду, чтобы это в следующий раз получилось так же хорошо. На следующем цикле это должно у меня получиться так же хорошо, просто потому что я это повторял уже много раз, менять я это не хочу. Я хочу это повторить еще раз в будущем. Четверка пентаклей — это стабильность от того, что по тройке пентаклей ты понимаешь разные уровни, и ты понимаешь, что твое положение временное, так как ты можешь стать чем-то выше, поэтому ты должен повторить некие действия, чтобы их закрепить, чтобы подняться выше. Опасность четверки в том, что человек Земли в четверке может засидеться очень надолго, потому что это хорошее, удобное положение, это то, что у тебя получается, это то, что тебя устраивает, это то, что тебе нравится на физическом уровне, да, вот хорошо вышло, да, я буду повторять так же, да.
Зачем развиваться, если у тебя получается и так хорошо? Одна из опасных карт для людей Земли, так как, да и вообще для всех, так как ощущение, ну вот хорошо и так, зачем что-то менять? Главное, чтобы не было войны. Да? Поэтому человек может смиряться вот с обстоятельствами очень долго. Если человек огня, он понимает, что вот стабильное желание это, конечно, хорошо, но само собой огонь без движения по четверке, он засохнет. Он все съест, что есть у него, он сожжет все, что он может сжечь, да, и он потухнет. Поэтому само ощущение четверки по огню, оно такое опасно стабильное. И переход в пятерку, он происходит сам собой, как бы, да, стоит себе расслабиться, тут же начинаешь соревноваться с кем-то, сравнивая желание. А по четверке земли, по четверке ощущений, ты понимаешь, что вот это хорошее ощущение, вкусненько, да, давайте оставим так, как вкусненько, тепленько, давайте оставим так, как тепленько. Вот мне нравится, нужно оставить. Теперь я хотел бы поговорить о том, насколько... ну еще, да, по финансам, допустим, да, это постоянная зарплата, которая тебя устраивает и вроде хорошая. Она не нуждается в росте, так как тебе хватает на то, что тебе нужно. Хватило в прошлом месяце, в следующем хватит, в позаследующем хватит, и дальше, дальше, дальше. У тебя есть ощущение стабильности, спокойствия. Да? Зачем что-то менять, то, что хорошо работает. Теперь я бы хотел поговорить о том, что насколько глубоко Артур Уэйт видел эти карты. И вроде бы казалось, ну что тут нарисовать человека, который держится за денежку, не хочет выпускать ее из своих рук. Это жадность, это нежелание менять сумму на своем счету, так как ты хочешь, чтобы все было стабильно, что вот сегодня хорошая сумма, пусть она и завтра будет такой же хорошей. Да? Земля это то, что если ее оставить в покое, оно будет лежать. Это самая неподвижная стихия. Поэтому четверка это для нее очень такая соблазнительное ощущение. Как 4 колеса, машина стоит на 4 колесах. Если от нее отойти, сама она на бок не упадет. Это не двухколесный велосипед. Да? Вот. Четверка пентаклей это Плюшкин. Да, вообще вся земля это Плюшкин. Вся земля это накопление. В землю уходит вся вода. В землю все, что умирает, оно уходит в землю. В земле все оседает. Если что-то бросить в воздух, да, оно упадет на землю. Если что-то бросить в воду, оно упадет на дно до самой земли, до дна. Это то, куда опускается все. Это то, что накапливает. Накапливает себе. Поэтому повторяемость действий, накопление опыта для человека Земли это очень такое ощущение правильное, стабильное, хорошее. Земля хороша, когда она стабильная. Если она не сыпется, не расползается под ногами, если она твердая, слежавшаяся, привычная, это хороший путь для того, чтобы сесть и не двигаться. Все хорошо. Хорошо, я ничего менять не буду. Теперь о том, как Артур Уэйт видел вообще эти карты. Ну, казалось бы, вот человечек сидит, держится за деньги. Там вроде бы какой-то город, ну, вроде бы символ такого цивилизованного общества. То есть можно брать просто аналогии, да, что город это символика цивилизованного общества. Человек что-то выстроил, некую систему и пытается оставить их. Теперь смотрим глубже, что это за городок такой. Если мы чуть-чуть увеличим карту, мы видим, что вообще, как бы, город такой странненький, да, с какими-то башенками, какие-то башни, какой-то, вроде бы карты средневековые, да, а города, дома такие не типичные, вроде крыши эти глиняные, да, из черепицы явно красные, но какие-то очень уж высокие дома, как высотки, да. Разве было такое в средневековье? И выясняется, что было. Причем во время, когда Артур Уэйт создавал свою колоду, а я напомню, что издана она была в 1910 году, так вот в 1905 году вышла одна очень интересная книга, которая рассказывала про один очень интересный город. В частности, город этот Сан-Джиминьяно в Италии, и итальянский город в провинции Сиена в Тоскане. И вот теперь смотрим, да,
Такой странный средневековый город с высокими башнями. На самом деле их осталось мало, их осталось около 14 штук, наверное, да, в средневековье их было около 70. Башенки очень похожи. И это позволяет понять, что это, в принципе, один и тот же город, так как городов с подобным узнаваемым профилем, да, вообще нету. Более того, если мы узнаем, что это за город такой, зачем эти башенки были, эти башенки строились так, как местные жители, семьи, соревновались, кто выше построит дом, тот и круче. Поэтому они строили вот такие средневековые небоскребы все выше и выше и выше, да, кто выше, тот и круче. Ну, обычное мерение, да, чем там можно мериться. Вот в этом городе мерились башнями. Интерес в том, что в средние века этот город был очень оживленным, но потом из-за чумы количество жителей резко просело, и он пришел в запустение и сохранился до 1900-х годов практически в неизменном законсервированном состоянии. Он не менялся совсем. И в 1905 году это был город, туризм тогда еще не был так развит, как сейчас. В 1905 году был написан роман «Куда боятся ступать ангелы» Форстером. Кто такой Форстер? Это Эдвард Морган Форстер, английский писатель, который написал про этот город интересный роман о том, как молодая девушка, либо две, я не помню, этот роман не читал, мельком просмотрел. Молодая девушка поехала в этот город, там очень ярко, красиво описан этот город как символ чего-то такого законсервированного, чего-то такого традиционно неподвижного, как в старые времена, да, вот в добиблейские, вот средневековый город, в котором не меняется ничего, нет ощущения изменений времени. И роман был основан на том, как вот новые молодые люди пытаются взаимодействовать вот с этим ощущением стародавности, да, традиционности и неизменности бытия. Ничего не менять, чтобы не поломать. Да? Эдвард Морган Форстер родился в 1879 году, закончил Кембридж, где посещал заседания кружка кембриджских апостолов. Впоследствии был близок к группе Блумсбери, дружил с композитором Бенджамином Бриттером. В общем, один из элиты английской взаимодействовал, само собой, с масонами, и в основном темой его произведений было взаимодействие людей различных социальных групп. Неспособность людей различных социальных, классовых, этнических групп понять и принять друг друга. То есть вот взаимодействие разных уровней. То есть это очень глубокая социальная философская литература в таком виде эссе, в виде романтизированных произведений. Взаимодействовал с масонами именно с целью улучшить общество. Этакий поствикторианский романтик, да, так скажем. Вот, то есть мы с вами видим, что даже на уровне этой карты это не просто некая там какая-то карта с каким-то городком. Это вполне определенный город, который в 1905 году среди высшего английского общества был известен благодаря роману на то время очень модному, популярному, полуфилософскому такому роману, да, который и основной своей идеей и являл желание человека менять что-то и желание человека что-то не менять. Желание оставить все так, как есть, законсервировать, как в среднем веке, вот это консерватизм и традиционализм такой очень жесткий. Вот это ощущение этой самой карты. Оставим все так, как есть, чтобы не менять от того, что так, как есть, хорошо и сейчас. Наши деды и прадеды, и прапрапрадеды, как тяпкой тяпали. Нафига нам комбайн, если наши деды и прадеды тяпкой тяпали? Давайте мы тоже будем неизменно тяпать тяпкой, и мы получим вот то, что предсказуемый на своем опыте результат. Вот.
А как ведет себя четверка пентаклей в отношениях? Это может быть и ревность, как символ боязни потерять то, что принадлежит тебе. Это может быть желание поставить отношения на стабильный уровень, да, чтобы они не меняли, что вот сегодня хорошо, нужно, чтобы завтра точно так же хорошо было. Это боязнь что-то нарушить в отношениях, боязнь перемен. То есть это что угодно может быть в зависимости от ситуации, понимаете? Вот. Но в первую очередь это физическое ощущение. Вот по четверке Пентакли очень хорошо можно прочувствовать Землю именно как ощущение неизменяемости того, что происходит. Но следующая карта очень интересна. То есть я зачем вам рассказывал про этот город итальянский, да? Затем, чтобы вы поняли, что карты для нас могут выглядеть как-то очень общо, как-то, ну, человек сидит, ну, город, да, что такого, ну, вот человек не хочет шевелиться, уже понятно, да? С одной стороны, нам понятно. С другой стороны, если мы знаем символику, да, то мы еще глубже, еще острее это ощущаем, и мы можем увидеть аналогии в поведении человека с подобным ощущением. Поэтому Артур Уэйт, он пытался передать ощущение карты, а не просто некий символ. Если вам просто нужен символ, да, вам к Попюсу там этих символов выше крыши. А вот тут именно ощущение, понимаете? Которое возникает после прочтения романа, допустим, да. И тут вы видите знакомый пейзаж, знакомый силуэт города, и у вас возникает ощущение, которое вот в том романе разворачивалось очень широко. Вот такие дела, пироги. Хорошо. Человек рано или поздно понимает, что по четверке Пентаклей оно, конечно, хорошо, но изменений все-таки хочется. И если мы вспомним, в чем беда этого города, в том, что он со средних веков не менялся, он не рос, он не развивался. Он так и застыл в прошлом, поэтому, чтобы не застыть в этом прошлом, нужно двигаться вперед. Почему пятерка Пентаклей такая грустная карта, какие-то нищие идут? И почему вообще они нищие? Потому что движение вперед всегда связано с тратой энергии, с тратой, с расходами чего-то, да, с тратом сил, времени и всего того, что у тебя накопилось в неподвижном накоплении, как бы, да, и извините за автологию, но как бы вот так оно и есть, да. Например, машина у нас стоит на 4 колесах, нам в ней хорошо, тепло, сухо, даже если снаружи дождь идет, это стабильное ощущение, мы сидим в машине, она никуда не едет, но мы более или менее защищены. Мы можем и завтра так сидеть, и послезавтра. Но жизнь это то, что меняется, мы ощущаем необходимость перемен в нашей жизни, и мы понимаем, что машина вообще нужна для того, чтобы ехать. Поэтому из четверки нам нужно сделать пятерку, нам нужно включить что-то еще одно к этим 4 колесам, чтобы двигаться вперед. Это мотор. Мотор это определенная деятельность, это определенное движение, но для того, чтобы оно произошло, нужно потратиться. Условно говоря, залить в бак бензин, чтобы мотор заработал. Вот. То есть это финансовые траты, которые всегда сопутствуют движению вперед. Для человека Земли любая финансовая трата – это душевная травма. Ну, для кого-то более сложная, для кого-то легкая. В принципе, если он понял, что движение вперед необходимо. Да? Если все время вдыхать, то лопнешь. Нужно и вдыхать, и выдыхать. Вот пятерка – это выдох. Это трата этих денег. Подсознательно трата денег, отдачи денег, если прям вот усилить, сгустить краски, да, можно отдать столько денег, что останешься нищим. Это, ну, опасное, да, поэтому по пятерке ты должен понимать, как правильно тратить деньги, сколько их отдавать, чтобы не стать нищим. Вот. В общем, так как-то. Тут мы с вами помним, что если брать пятый дом, да, там лев, там свободное творчество, там солнце светится, солнце отдает свой свет. Солнце не светит на себя, для себя. Солнце светится, потому что это естественный его процесс. Вот, человек должен понять, что его естественный процесс это не только накопление опыта, но и отдача этого опыта. Да? Что мы видим в жезлах? В жезлах мы видим, что постоянное желание это хорошо, но желание хорошо, если оно работает, если оно движется, да? Если мы сравниваем свое желание с желаниями других людей.
Движение — это жизнь, соцсоревнования — это хорошо, конкуренция — это двигатель торговли. Не только реклама, но и конкуренция — это двигатель торговли от того, что если никто не соревнуется, у всех равные условия, бизнес умирает, вы сами знаете. Вот, поэтому по пятерке из жезлов мы ощущаем движение, но для огня это кайф, это движ, это драка ради драки, это спорт ради самого процесса. В пятерке жезлов мы понимаем, что главное не победа, главное участие. И только в шестерке мы начинаем понимать, что подождите, в любом спорте человек может проявить максимум, если захочет выиграть. И по пятерке пентаклей мы понимаем, что движение — это жизнь. Мы понимаем, что деньги, если они лежат мертвым грузом, как в четверке пентаклей, они просто ведут к тому, что ты закисаешь в средневековье. Да? По пятерке, хоть у тебя и есть опасность отдать слишком много, ты должен отдавать. А пятерка — это движение. Если пятерка жезлов, движение огня — это конкуренция, да, то пятерка пентаклей — движение денег. Да, это понятие того, что кроме того, что зарабатывать, ты должен тратить. Я думаю, что в принципе интуитивно это понятно. Я читала, что Иерусалим. Вы про Иерусалим, он чуть-чуть не такой. Если вы обратите внимание на профиль города, тут ярко выраженные башни, и причем с такими вот с крышами явно характерными именно для этого города. Если увязать знакомство Уэйта с современной ему литературой, очень модной в тот период времени, с литературой для интеллектуалов, да, то как бы, ну, это явно тот же самый город. Вот. Иерусалим — это святой город, это город явления Святого Духа, да, в виде Иисуса и прочего всего такого, да. Там символика чуть-чуть другая. Символика именно этого города, да, вот у меня с названиями, Сан Джиминьяно. Но это то же самое, что и четверка Пентакли, просто по ощущению. Законсервированность, попытка оставить так, как есть, остаться в привычках, в средневековье, в традиционности. Вот. А так вообще любители Таро, они склонны видеть град Иерусалим, либо, ну, как землю обетованную в любом городе, который нарисован. Вот. По пятерке пентаклей мы понимаем, что если будем отдавать слишком много, то можем стать нищими, бедными, да. Минус по земле — это земля всегда с трудом отдает что-то накопленное, да. Чтобы выкопать что-то из земли, нужно приложить массу усилий. Да, это положение такое себе. По шестерке человек понимает, только отдавая больше, чем он может заработать, человек понимает, что в принципе делиться заработком нужно. Что мы видим в шестерке пентаклей? Человек делится своим доходом, своим достатком с бедными. Это могут быть и нищие из пятой карты, но главный герой тут уже богатей. Тот, кто главный, тот, кто заработал деньги, столько, что он может делиться. Он не боится быть нищим, от того, что он перестал этого бояться, он вырос из пятой карты в шестую, он понял, что отдавая другим, ты не станешь беднее. Это не спонсор. Очень часто эту карту трактуют как спонсорство. Я бы не сказал, что это спонсорство. Потому что спонсорство — это желание заработать на том, во что ты вложил. Не заработать лично своим трудом, а как бы дать денег, чтобы потом снять сливки. Это спонсорство. Тут мы видим меценатство. Меценатство — это чуть-чуть другое. Это то же самое, что спонсорство, только без итоговой выгоды. Да? Спонсор зарабатывает, а заработок мы видели раньше. Заработок мы видели в четверке, как накопление. Да? Я вложил, чтобы у меня потом стало больше. Я вложу еще, чтобы у меня стало еще больше. Вот. Либо по тройке, как взаимодействие
более богатого с более бедным, да, повзаимодействовать с бедного, вложить, ну, купить каменщику инструменты, чтобы он тебе этими же инструментами заработал, как бригадиру, да, то есть, ну, вы чувствуете взаимодействие разных финансовых уровней. Но тут попытка вместе сделать одно дело, попытка что-то построить, попытка что-то заработать всем вместе. А в шестерке мы с вами видим отдачу денег просто так. Ты видишь, что людям надо, и ты просто отдаешь. Почему? Ну потому что тебе не надо так много. Почему мы решили, что богатому человеку, такому умному, не надо так много? Потому что есть переход из пятерки в шестерку. Что такое а, по нумерологии, что такое 5 и что такое 6? Вот вам по нумерологии 5. Это ощущение целостности чего-то, да, то, что ты, ну, вот что ты можешь взять в свою руку. Это не столько, сколько ты можешь взять вообще, а вот сколько ты можешь взять за один раз, да, один оборот, один доход, да, вот ты взял, и вот ты имеешь в руке. 6 это 5 плюс что-то еще. Ты не можешь в одной руке иметь 6 пальцев от того, что у тебя всего пальцев. В одну руку ты можешь взять только столько, сколько возьмут 5 пальцев. Только сколько могут взять 6 пальцев, у тебя уже в руку не влазит. Поэтому 6 это больше, чем ты можешь иметь в одной руке. У тебя уже из рук и так будет выпадать. Поэтому зачем тебе столько много, если ты можешь с кем-то поделиться? Ну, на, возьми, это все равно больше, чем мне надо, больше, чем я могу съесть, больше, чем я могу взять, больше, чем мне необходимо. Поэтому это символ, как это, благодействия. Как если деньги отдают, да, нуждающимся детским домам и прочему, прочему. Э, Забыл слово. Напомните, пожалуйста, я думаю, вы поняли, о чем речь. Благотворительность. Вот, вспомнил. Благотворительность. Благотворительность производится не для того, чтобы человек заработал на этом. Те, кто думают, что богатые люди занимаются благотворительностью, чтобы им списали налогов меньше, да, люди не зарабатывали столько, чтобы понять это чувство. Человек по шестерке имеет больше, чем может потратить. Больше, чем может взять рукой, да, ему, ну, он берет, и у него остается еще шестое что-то, да, поэтому он может отдать. Это меценат, который отдает что-то ради заботы о людях. Он отдает деньги, которых у него больше, чем он может иметь, да, просто потому что он может это сделать, он может помочь этим бедным. На самом деле, как бы тут есть и определенное ощущение заботы о себе, так как, в принципе, все спонсоры, вернее, все меценаты, зачем Сава Морозов строил галерею, да, и отдал туда все свои картины, дорогие очень, чтобы повысить уровень образованности населения, чтобы люди ходили и приобщались. Таким образом, он сам будет жить среди более просвещенного общества, и ему же будет лучше, ему будет с кем поговорить об этих картинах. Ему хотелось, чтобы люди разделили с ними радость от созерцания этих картин. Поэтому человек, давая деньги бедным, он повышает жизненный уровень бедных, и таким образом сам начинает жить в обществе с чуть более высоким уровнем, да, он начинает жить в чуть более богатом, в чуть более приличном, в чуть более чистом, в чуть более сытом обществе. Понимаете? Поэтому истинное свойство по шестерке пентаклей — это поделиться тем, чем тебе не жалко, просто потому что ты можешь. Ты понимаешь, что ты делаешь дело хорошее, и тебе потом вернется когда-нибудь сториться, и через некоторое время с какой-то другой, с неожиданной стороны. Это карма. В этом плане положительная карма, да? Так, вопросики. Как определить в шестерке пентаклей клиент в роли дающего или в роли вопрошающего? Вот этим головой вы чувствуете, речь идет о том, что человек либо дает, либо он может. Это в зависимости от того, что за ситуацию вы рассматриваете.
Это нужно чувствовать человека. Тут этому не научить. Как более правильно рассматривать карты в раскладах, я буду делать отдельный цикл лекций, где мы будем брать чисто практические значения. Сейчас мы просто ощущаем карты. Я уже говорил раньше, самое главное научиться вам ощущать эти карты. Если вы будете ощущать, вы будете чувствовать, как к этой ситуации применимо то понятие, о котором карта говорит. Это речь о работе, либо это речь о физическом желании по шестерке пентаклей, к примеру, в отношениях между мужчиной и женщиной. Ну, к примеру, женщина секса не хочет, а мужчина хочет. Мужчина находится в зависимом положении. Он как бы страдает, ему что-то хочется, да. А женщина, она очень часто позволяет мужчине сделать то, что ему хочется. Ну, знаете, как из жалости. Ну, ты мой бедный, несчастный, вот ты как страдаешь. Ну, ладно, как я могу как бы тебе дать того, чего у меня много. Да? Ну, опять же, это все очень образно, это очень такой образ сексистский, да, но тем не менее он очень яркий, очень понятный. Вот как можно связать пентакли, физику ощущений, секс, да, деньги, вот в одно ощущение. Вот таким образом. По пятерке мы помним, что человек, убедившись в том, что он что-то в чем-то победил, что его желание более правильное, более крутое, более прямое и длинное, чем у других, да, он является победителем. И тут он как бы демонстрирует это свое желание другим людям. Он показывает, что вот, я это имею желание, я могу им с вами делиться. То же самое, что и человек делает с землей, с деньгами. Если он заработал много, он может этим делиться. А вот, такие дела, пироги. Так, что-то у меня тут подглючивает презентация. Хорошо. Когда у человека есть ощущение того, что все нормально, стабильно идет, до того уровня, что он даже может помочь другим людям, да, он понял, что, в принципе, работу по развитию он практически закончил, да, только нужно подождать итогов, результатов. Что такое 7? 7 это много. Чтобы увеличилось количество чего-то по Земле, я напомню, что Земля это самая стабильная, самая трудноизменяемая стихия. И что нужно делать, чтобы Земле стало больше? Нужно подождать. Это самая медленная стихия. Человек на семерке, мы помним, что цифра 7 это аналог ощущения много. Да? Седьмой сын седьмого сына на седьмом небе, 7 раз отмерь один отрежь, то есть много. Много чего-то. Тут у нас 7 пентаклей. 7 земли. Много земли. Много физики. Много материалов. Много накопленного. Как накапливаться? Медленно и не спеша. Нужно уметь ждать. Нужно уметь много работать. По семерке пентаклей человек вспахал землю, выбрал камни, засеял, все, что нужно сделать, сделал, прополол, полил, еще раз прополол, дождался, пока оно вырастет. Он уже видит плоды своего действия, но наступает момент, где он понимает, что если ты хочешь большего, нужно просто подождать, что, в принципе, делать больше нечего. Ты все, что мог сделать, уже сделал. Тем, кому мог помочь, ты помог. Если ситуация не меняется так быстро, как тебе хотелось бы, а человек, он все-таки не целиком земной человек, да, в нем очень много других стихий, и вообще человек как существо, это взаимодействие 4 стихий, да, есть еще огонь, воздух, вода, кроме земли. Вот огонь и воздух это очень быстрые стихии, и они побуждают человека к тому, чтобы что-то двигалось быстро, чтобы что-то менялось. Но так как есть еще и земля, земля быстро меняться не может. Поэтому его нужно уметь ждать. Чтобы воспользоваться результатами своего труда, ты должен дождаться, пока то, что выросло, еще и созреет. Ты уже вроде бы как бы сделать ничего не можешь. Ты можешь только вот опереться на эту тяпку и ждать. Просто ждать, когда же оно созреет. Вот. Много земли образуется путем ожидания. То есть это как если ты все правильно продумал, если ты все правильно сделал, если ты прошел все стадии, если у тебя есть некий итог, ты можешь положить деньги, допустим, в банк,
Все, ты можешь уже не работать, ты можешь просто ждать, когда тебе будут капать проценты. Но это не работает так, что ты принес деньги в банк, положил, и тебе бац, сразу проценты. Чтобы снять проценты со счета, нужно дождаться хотя бы месяц, да, чтобы эти проценты сработали. Да? Второй месяц больше процентов. И чем больше ждешь, тем больше. Если ты все правильно сделал до семерки, ты теперь должен учиться терпению. Вот это как бы символ. Вообще, Земля это очень терпеливая стихия, я думаю, что или я читала, а, я читала, что по шестеркам это как будто выбор роли, в которой будет находиться человек. Либо ты меценат, либо ты принимающий. А по жезлам либо тебе аплодируют, либо ты аплодируешь. Но это все зависит от того, что человек, который так трактует карты, да, он, скорее всего, не прошел стадию двоек-троек. Там, где нужно сравнить и понять, что для тебя правильнее. По шестерке человек уже должен развиться больше середины. Середина это у нас переход с пятерки на шестерку. Переход с пятерки на шестерку это понимание того, что ты находишься на пути к возвышению, на пути к стремлению стать выше. По шестерке ты должен находиться в роли дающего, в роли мецената. Если ты по шестерке находишься в роли просящего, вот, то ты не умеешь накапливать, ты не умеешь, соответственно, после накапливать это двойка, тройка, четверка, ты не умеешь хранить, да, вот. Сохранив что-то, ты понимаешь, что по пятерке ты должен сохраненное начать тратить, чтобы стать богатым человеком. Смысл шестерки это не в том, что ты просишь денег. Смысл шестерки в том, что ты даешь деньги. Это основной сюжет карты. Понимаете? Поэтому по прямой шестерке ты можешь дать денег, да? По перевернутой шестерке ты не можешь дать денег. Вот. Либо даешь, но больше, чем можешь себе позволить. Либо даешь, но тебя вынуждают. Шестерка перевернутая, к примеру, это, допустим, взятка, да? Это ты должен дать тому, кто нуждается в том, как бы, ну и прочее, прочее. Просящий тут не главный герой. Понимаете, просящий тут тот, кто находится по уровню ниже тебя. Ты уже дорос до шестерки, поэтому ты главный герой. Очень просто по шестерке жезлов, да, либо тебе аплодируют, либо ты аплодируешь, вы сказали, да? Нет, по шестерке жезлов это тебе аплодируют от того, что карта называется не аплодисменты, карта называется триумфатор. Главное действующее лицо это победитель, о нем карта. Вот такие дела. Собственно, хорошо. Семерка может быть кризисом. Если вы человек действия, если вы человек огня, если кризис для вас просто подождать, тогда для вас эта карта будет кризисом. Что такое кризис? Это острый момент. Да? Для семерки, если человек Земли, да, какой-нибудь телец такой спокойный, уравновешенный, да, меланхоличный такой, да, то для него семерка это просто, ну, дождаться нужно. Ну, я посижу и подожду, что сложно, что. Я подожду, я могу. Вот это вот такие вот они, это земля. Поэтому, если вы огненный человек, для которого сидеть это как на иголках, да, ну как же, ну скоро, скоро, скоро. Вот, тогда это кризис для вас. То есть тут, опять же, все зависит, карта звучит в зависимости от того, как, что за человек находится перед вами. Если вы чувствуете, что это человек такой спокойный, для которого семерка это наоборот момент отдыха, да, то все, что мог сделал, ты просто сиди, и все будет хорошо, да. А вот человек, который огонь, да, сангвиник, холерик, огонь, воздух, он может и не дождаться, он может в момент, когда нужно сидеть и ждать, он может начать что-то делать, чтобы, ну, быстрее, 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 и все заруинить. Вот. Так что это не кризис, у человека в голове кризис. Карты нельзя какую-то карту назвать кризисом. Она не хорошая и не плохая карта, это просто ситуация.
Хороша эта ситуация для человека, либо плоха, зависит от человека, от его взгляда на эту ситуацию. Вот скажите, ждать это хорошо или плохо? Семерка Пентаклей это ожидание, по сути. Вот. Все зависит от того, чего вы ждете. Что-то хорошего, либо что-то плохого, либо трамвая, либо зарплаты, либо конца самоизоляции, да, что у нас. Восьмерка. Когда человек научился ждать, он понял, что вообще как бы по земле кайф твоей работы не в том, что ты накопил деньги, да? Потому как деньги копить мы поняли в четверке еще, да? Это просто не давать их тратить, оставлять их себе, сохранять в неизменном положении. Накопить деньги легко. Вот правильно их вложить, это сложно. Тем более еще сложнее ими просто делиться от того, что ты можешь делиться, ты можешь помочь. По семерке впоследствии человек учится просто ждать результатов своих действий, своих вложений, от того, что по шестерке пентаклей меценат не вкладывает деньги бездумно, он осмысленно, разумно, взвешенно это делает. У него весы в руках, он отмеряет каждому по его мере. Вот. Потому что он делает это с какой-то целью. Помочь нуждающемуся. Для чего? Для того, что он хочет видеть итог своих действий, он хочет увидеть, как другому человеку стало хорошо. Тут нужно просто дождаться. Поэтому к семерке ты понимаешь, что если у тебя денег столько много, что ты можешь их просто в банк положить и просто сидеть, ждать, когда они будут работать на тебя, да? Ты деньги правильно посадил, они тебе правильно вырастают и созревают вовремя, нужно просто дождаться. Но ты понимаешь, что кайф не в самих деньгах, не в процессе заработка, а в процессе, в самом процессе. В кайфе от процесса. Что у нас? 8 жезлов, очень огненная карта. Это движение, это постоянное изменение огня, это постоянное умение реагировать сообразно своим желаниям. Это очень огненное чувство. Вот очень земное чувство — это умение получать физическое наслаждение от того, что ты делаешь. Буквально сегодня смотрел там мельком где-то какое-то интервью с Чичваркиным. Есть такой товарищ, да, в Англии живет. Загуглите, кто такой. А вот у него спрашивают, а зачем ты вот все это делаешь? Какой в этом смысл? Кайф тебе какой? Он говорит, ну, это богатый человек, в принципе, да. Он говорит, я кайфую каждый раз, когда деньги капают на счет. То есть неважно, сколько там на этом счету, миллион, да, либо 20 тысяч. Главное, что вот сам процесс, само ощущение, что ты что-то заработал, да, о, кайф, классно, я смог, я заработал, у меня получилось, да, я стал чуть-чуть богаче. Вот, и неважно, там он 20 тысяч заработал, либо 20 баксов, сам факт того, что ты что-то сделал, у тебя что-то получилось, у тебя есть некий итог, результат, и умение насладиться во время процесса получения этого результата и есть восьмерка. Это своего рода такая удвоенная стабильность, да, ты понимаешь, что самое главное просто делать то, что тебе нравится, и у тебя будет получаться некий итог. Что человек делает вообще? Что это за человек? Это чеканщик, он чеканит монеты, да, и вот это очень образная карта. Уэйд просто, ну, гений в этом плане, да, найти такой образ. Я не знаю, он сам этот образ нашел, либо ему где-то кто-то подсказал, но идея просто гениальная. Это одна из моих самых любимых карт, а то, что человек делает деньги. Не потому, что я деньги люблю, да, ну, я как любой нормальный человек считаю деньги инструментом. Человек получает кайф от того, что он делает. И косвенно он получает в конце дня некий итог в виде тех же самых денег, да, то есть он просто делает свою любимую работу, не думая о заработке, который приходит сам собой в конце дня, да. То есть просто делая деньги, ты будешь иметь итог. И не важно, что ты делаешь, ты просто занимаешься любимым делом, и оно приносит тебе, кроме удовольствия, да, еще и некий заработок, да, в конце дня. Просто тут вот в прямом смысле слова человек делает деньги, ловит кайф от того, что он чеканит, да, монетки.
скажем так, это кайф от процесса. От умения накопить, от умения сделать, от умения произвести. Земля — это еще и производство, это оформление чего-то в материальном виде. Это кайф в том, чтобы склеить этот самолетик, чтобы нарисовать что-то. Не в смысле о том, что я вот нарисую, продам, заработаю, да. Это человек рисует просто потому, что он не может не рисовать. У него кайф от того, что он рисует. Он испытывает физическое наслаждение от процесса работы. Это хобби, которое стало заработком просто потому, что люди готовы покупать то, что ты делаешь с удовольствием. Вот, это очень земное такое ощущение, работа, которая тебе нравится на физическом уровне. Ты просто ловишь кайф от самого процесса работы. Если брать, допустим, отношения, да, то это само собой секс. Это в чистом виде секс от того, что человек занимается сексом для удовольствия, для самого процесса. Не ради того, чтобы забеременеть, не ради того, чтобы родить ребенка, да, а просто потому, что, ну, это классно, прикольно, это приятно. А вот. Вот. Всё. Очень такая явная, четкая, ясная карта, которая мне очень нравится именно вот этой своей аллегоричностью. В отношениях как 7 пентаклей, ну, ожидание скорее. Ожидание. Опять же, по-разному, все зависит от отношений. Дело в том, что если я сейчас буду каждую карту разбирать еще и в разных значениях, да, их много, и ну, как сказать, это займет больше 2 часов точно. Поэтому отдельно по каждой карте мы еще будем рассматривать. Пока мы поняли, что человек, который умеет работать, да, умеет получать кайф от своей работы, он будет иметь заработок. Он будет иметь стабильный доход, он будет иметь удовольствие от жизни, но важно учиться вот. Смотри, что такое двойная стабильность? Это ты еще раз и еще раз, да? Тебе сложно остановиться. Земля и очень инерционная. Очень такая жесткая, медленная, инерционная, массивная, да? И остановиться сложно. Самое сложное для человека трудоголика — это понять, что по 8 ты можешь стать трудоголиком. Это тоже плохо. Потому как важно уметь еще и ловить кайф от отдыха. Я как-то слушал таролога на Ютубе. О, таких сейчас много. Я тоже таролог с Ютуба. И она сказала, что 8 пентаклей — работа над отношениями. Но кажется мне, что это не так. Работа над отношениями, ну, может быть, в том плане, если человек просто пытается понять, что отношения — это то, что приносит, то, что должно приносить удовольствие обоим сторонам. Если отношения не несут в своей сути получение удовольствия друг от друга на физическом уровне, то это то, что не будет служить базой для отношений вообще. Если нет кайфа от секса, грубо говоря, по 8, то отношения между мужчиной и женщиной не могут оставаться долго на платоническом уровне. Это такое, это слишком... Вообще, платоническая любовь — это такая штука очень одномастная, одностихийная и очень редко встречаемая, так как человек, обычный среднестатистический, это сочетание 4 стихий. А 8 это скорее может быть зацикленность на том, что тебе приносит удовольствие чрезмерно. Если мы с вами помним 8 дом, да, там дьявол, там зависимость, зацикленность, зависимость, хочу еще, да, еще хочу работать, так кайф, хочу еще, больше. А вот с этого ощущения работы, вот такой кайфовой работы, да, нужно уметь выходить. Что мы имеем в 9 пентаклей? Мы имеем в 9 пентаклей отдыхающую даму. Почему она отдыхающая? Как бы, ну, она ж вроде сокол, да, она вроде охотится. Это символ охоты, да? Причем тут отдых? Дело в том, что соколиной охотой в средневековье занимались исключительно высокостатусные люди, дворянство, да, и прочие там бароны, герцоги и всякие там графья. Соколиная охота — это символ богатства, символ обеспеченности, символ того, что ты охотишься ради пропитания, ради удовольствия, чтобы скуку убить.
По восьмерке Пентаклей очень легко поймать ощущение того, что тебе все надоело. Нужно как-то развлечься. Поэтому в любой работе важно уметь находить паузу, делать отдых. Да? Что такое 9 пентаклей? Это ощущение того, что у тебя вроде все хорошо, да, но иногда нужно приводить себя в ленивое состояние, делать что-то, делать паузу, перерыв, не торопиться. А, улиточку мы с вами видим на этой карте. Маленькая улиточка. Символ того, что спешить не надо, тебе некуда спешить. Зачем? У тебя почти все есть. Что такое 9? Если мы помним о том, что скоро будет 10, 9 это почти конец, это почти пришли, да? У тебя почти все есть, поэтому ты, в принципе, можешь как-то, ну, в какой-то день устроить себе незапланированный отпуск, да? Заняться чем-то не ради денег, а ради удовольствия совсем, да? Ты вроде бы тут и ловишь кайф от зарабатывания денег, но важно ловить кайф просто ради самого кайфа. Это можно расценивать как э, трата денег просто потому, что, ну, тебе нравится, да, сокол стоит дорого, удовольствия богатых людей, они такие, ну, могут стоить дорого. Это абсолютное понимание того, что ты не боишься уехать отдыхать на Гуа от того, что у тебя, ну, денег столько, что это не то, чтобы у тебя много денег, это ты в любой момент можешь заработать еще. Ты знаешь, как это делается, и ты спокоен. Ты можешь взять отдых в любой момент от того, что в любой момент ты можешь себе заработать еще денег. Надо. Дама 9 Пентаклей это бизнес-вумен или девушка на содержании? Это не бизнес-вумен, это не девушка на содержании. Это может быть и то, и то. Это в принципе... То есть вы задаете вопросы, Саша, да, Саша Колосов, вы задаете вопросы по частным случаям. А вы должны понять, что бизнес-вумен это настолько богатая, заработавшая женщина, да, это та бизнес-вумен, которая заработала уже столько, что может позволить себе отдыхать. А девушка на содержании, она настолько уверенная в своем будущем, что может позволить себе отдыхать и не работать от того, что ее работа заключается в другом, да? В чем заключается работа девушки на содержании, если вам кажется, что она не работает? Нет, она работает. Она работает над собственной внешностью, она работает над собственным поведением, чтобы делать мужу приятно, да? Вот, чтобы хорошо выглядеть и прочее, прочее. Это тяжелый труд, девочки. Это вот реснички нужно, это вот в фитнес-зал нужно ходить, чтобы быть в форме, чтобы грамотная содержанка, она вкладывает в себя очень много труда, если она умная, конечно. И в образование свое, чтобы с умным, богатым человеком поговорить о чем-то, а не быть просто, ну, вот на одну ночь, да? Вот, это человек, в общем и целом, 9 Пентаклей, это человек, который может позволить себе отдых от того, что он спокоен за свое будущее, он знает, как заработать. Это человек на отдыхе. Человек, который понял необходимость отдыха, необходимость выходных. Даже если тебе очень нравится твоя работа, ты должен делать паузу, ты должен, как улитка, в какие-то моменты не спешить, чтобы не лишиться того, что у тебя есть. Вот, скажем так. Ну и, соответственно, в пятерке жезлов человек нарцисса, в девятке пентаклей тоже завышенная самооценка и уверенность в себе. Ну почему завышенная? Если карта перевернута, может быть и не завышенная. Дело в том, что, смотрите, чем старшая карта, тем больше понимания. По девятке пентаклей человек в любом случае имеет столько денег, что может позволить себе отдых. Как он это будет поддавать другим людям, это уже не особо зависит. Если просто привязывать к отдельным значениям, вы не привязываете то, что видите на карте, к смыслу карты. Да? Смысл карты в том, что человек отдыхает. Это человек на заслуженном отдыхе, который понимает, что он не совсем на пенсии,
Потому что девятка это еще не итог, это он еще выйдет работать дальше, да, это отпуск, да, вот, так скажем. По девятке жезлов мы помним, что человек отбил атаки других желаний, да, своим желанием, но он ждет итоговой битвы, он настороженно смотрит вдаль в предвкушении последней битвы, где он выйдет все-таки победителем и все трофеи притащит домой. В девятке пентаклей человек понимает, что всех денег не заработаешь, но мы поработаем потом, а сейчас мы можем отдохнуть. Мы по восьмерке хорошо поработали, с удовольствием, чувствуем приятную усталость, теперь можем сходить, денег потратить так, как нам нравится. Вот, и работать мы теперь можем тогда, когда нам хочется. Сокол тут не ради пропитания, а ради удовольствия. То есть тут уже у человека по девятке отсутствует необходимость трудиться в поте лица. Человек зарабатывает деньги с удовольствием. Причем тогда, когда хочет. И по десятке это вот уже итог всего. Это ощущение того, что ты настолько опытен, как бы деньги у тебя есть уже, и они работают на тебя, и все, что ты имеешь, это итог того, что ты сделал в своей жизни. Да? Тут мы видим человека на пенсии, человека умудренного опытом. Главное действующее лицо тут, само собой, вот этот седобородый старик, который, скажем так, имеет накопление, да, это хорошая, правильная пенсия, а то, что человек все делал правильно в жизни, да, у него есть семья, у него есть знания, у него дом полная чаша, собачки, внуки, дети, в общем, все хорошо. Что мы видим еще, почему 10 монеток в таком виде именно, да, потому как это символ того, что человек полностью управляет своим материальным миром. Символы пентаклей тут складываются в схему древа сферот. Это древняя каббалистическая система, да, которая позволяет нам обрести высшую мудрость при понимании этой системы. Это человек умудренный опытом, накопленным опытом своей жизни. Вот, скажем так. Девятка это карта одиночек. Смотрите, девятка человек один, да, восьмерка человек один, семерка человек один. Вот тут, вот это. То есть мы можем сказать, что семерка это карта одиночек, и восьмерка это карта одиночек, и девятка это карта одиночек. В негативном значении карта может носить оттенок одиночества от скуки. Но это одно из многих значений. Основной смысл карты в том, что человек чувствует уверенность в завтрашнем дне, поэтому может наслаждаться этой жизнью, понимая, что еще не все, еще не итог, что если захочешь работать, ты сможешь работать. Если человек одинок по этой карте, то он понимает, что в любой момент у него столько этого всего, да, что в любой момент он может себе получить все, что ему нужно. У него этого винограда навалом, он может в любой момент сорвать этот виноград. То есть женщина понимает, что у него она не одинока, она в любой момент может найти себе партнера. Даже если она одинока, то она не парится по этому поводу. С голоду она не умрет, у нее как бы целый сад этого винограда, да, как это у моего дяди гуталиновая фабрика, у него этого гуталина завались, да, вот. То же самое. Вот он шлет кому не попадет. А по десятке, да, вот это та самая гуталиновая фабрика, в которой человек чувствует себя на своем месте. Это итог его жизни, это то, что он скопил, накопил, это все, что он заработал, это его опыт, это его жизнь, которую можно пощупать и сказать: вот, видите, дети, внуки, у меня есть определенный жизненный опыт, вот. И неважно, сколько тебе лет, если ты понял, что ты прошел правильно, ты управляешь ситуацией, ты самый главный, к тебе прислушиваются, да? Ты опытный, умудренный опытом человек, который вообще может делать все, что... На пенсии что люди делают? Сидят, ничего
делают перед подъездом, чешут языками. Это те, кто понял, что ну и так все хорошо. Зачем? Можно на дачу съездить, можно и не ездить. Да, могу копать, могу не копать. Все равно как бы определенный итог у меня на работу. 10 пентаклей это максимум материального счастья? Нет, это не максимум. Это столько, сколько нужно. Столько, сколько необходимо. Это полнота. Это столько, сколько тебе хватает. Это достаток. Во. Лучше всего это достаток. Это столько, сколько тебе достаточно. Десятка пентаклей в прямом положении, допустим, это столько, сколько тебе от жизни нужно. Вот, то есть идешь ты в булочную, да, либо в хлебный, зависит от города. Есть у тебя 3 рубля. Пусть это будут 3 российских рубля, да, или нет. Я не очень в курсе цен российских. Ну, допустим, 3 евро, да. Ну, вот в Германии, к примеру, хлеб стоит 3 евро, условно. Идешь ты думаешь, я хочу черного хлеба. Он стоит 3 евро. Ты заходишь в магазин, ты видишь этот хлеб, видишь, что он стоит 3 евро. Ты лезешь в карман, у тебя там 3 евро, у тебя все нормально, у тебя все сходится, тебе хватает, тебе достаточно денег на то, что ты хочешь. Вот, идешь ты в автосалон и думаешь, мне нужно новый BMW, он стоит 30 тысяч евро. Заходишь в магазин, видишь, в самом деле, там новый BMW, он стоит в самом деле 30 тысяч. У тебя в кармане карточка, на которой как раз 30 тысяч лежит. Ну хорошо, отлично, добренько, покупаем. То есть твои ожидания совпадают с твоей с действительностью, так скажем. А вот. В перевернутом значении эта карта может хватать нехватка, недостаток. То есть вот то же самое ощущение полноты, да, но неправильно для тебя. Все зависит от точки зрения человека. Идет человек в булочную, хочет он пирожного, хотя ему нужен просто хлеб. Ему нужен хлеб. Жизнь, как бы, мироздание понимает, что, чувак, у тебя ожирение, да, тебе пирожное не надо. Тебе нужен цельнозерновой хлеб, он стоит 3 евро. У тебя есть в кармане 3 евро. Это и есть эти 10, как бы, ну, вот полнота, совпадение. Столько, сколько надо, у тебя есть. Все. Как бы больше тебе незачем. Зарабатывать больше тебе незачем. У тебя есть то, что тебе нужно, а то, что тебе нужно. А хочется тебе пирожных. Ты заходишь и видишь, что пирожное стоит 5 евро, а у тебя только 3. Это не значит, что ты беден. Это значит, что ты чувствуешь нехватку, недостаток. Но это не значит, что тебе на самом деле нужно 5 евро. Вот. Идешь ты в автосалон, да, и ты понимаешь, что тебе не хватает на новый Майбах. Хотя на новый BMW, чтобы просто комфортно ездить, работа, дом, дом, работа, тебе хватает на новый BMW, окей. Нет у тебя претензий, тебе не хлеб нужен, а пирожное. Не BMW, а Майбах. Ну тогда ты будешь ощущать, что у меня вроде есть деньги на то, что мне как бы хватает, но мне вот хочется, у меня завышенное требование, я хочу Майбах, да? Поэтому, да, ты будешь чувствовать перевернутую десятку, нехватку средств, скажем так. Хотя на самом деле у тебя достаточно денег. Десятка это достаток. Нравится тебе это или нет. Просто если тебе это не нравится, ты ощущаешь свою финансовую полноту как недостаточную. А когда как бы ты прочувствовал весь этот путь, ты понял, что значит быть нищим, что значит быть богатым, ты понимаешь, что как бы не в Майбахе счастье, а в том, чтобы комфортно, спокойно ездить на хорошем, качественном немецком авто, пусть это будет BMW, а не Майбах, да, ну, тебе будет хватать. 10 пентаклей это семейный бизнес и заключение брака. В этой карте можно увидеть что угодно. Это может быть и семейный бизнес, может быть и заключение брака. Но если вы это видите, ну окей, я тут этого не вижу. Нам дается ровно столько, сколько нужно на данном уровне. Тут скорее десятка это... Ну как бы мы это начинаем чувствовать, что столько, сколько нам нужно, где-то вот это между пятеркой и шестеркой.
сколько нам нужно потратить, это в пятерке, и сколько мы можем отдать из того, что у нас больше, чем нам нужно, это уже шестерка, да, вот где-то между ними это вот ощущение золотой середины, да, ну вот где-то в пятерочке, вот как бы ты чувствуешь, сколько ты должен отдать, чтобы не обеднеть, чтобы тебе хватило на нормальную, достойную жизнь, вот. А по десятке это скорее ощущение того, что как бы сколько у тебя не есть, будет хватать на то, что тебе нужно. То есть это уже управление своей собственной жизнью. Ну, почти. То есть ты чувствуешь, что, в принципе, мир дает тебе столько, сколько тебе нужно, вне зависимости от того, нравится тебе это, либо нет. Как бы вот сколько есть, столько хорошо. Главное уметь управлять своими финансовыми потоками. Уметь управлять своими финансовыми потоками человек начинает, понимая, насколько он погружен в эту ситуацию, то он слуга в этой ситуации, который подчиняется правилам этой ситуации, либо он сам управляет этой ситуацией и создает эти правила, по которым все остальные бегают. Ой, уже 2 часа прошло. Есть у меня ощущение, что как бы с придворными картами нам придется все-таки делать отдельную лекцию. Логично будет, да, логично будет придворные карты вынести в отдельную лекцию. Тогда их очень просто будет сразу все ощутить, да, так как, в принципе, это те стихии, с которыми мы к тому времени уже познакомимся. Мы уже познакомились с вами с огнем, с землей, да, с желаниями и с ощущениями. Земля — это ощущения, да, это физические ощущения. И получается так, что как бы кроме желаний, человек еще ощущает нечто внутреннее, физическое, плюс у него есть мысли, некие здравые рассуждения по поводу этого, ну, умозаключения, это воздух, да, и вода — это эмоции, которые он испытывает после того, как все это ощущает в целом, в общем. Продолжаем. Не-не-не, продолжаем. У меня консультация через полчасика срочная, человеку нужно. 2 часа прошло. Ну, я бы с удовольствием, я мог бы еще полчаса, час бы говорить, но меня будет ждать человек, и мне бы не хотелось нарушать договоренности. Вот такие дела пироги. В любом случае, сегодня столько было инфы, что ну, сразу 10 карт по земле пройти, это, я думаю, что вы уловили общую суть развития, как человек начинает ощущать, ну, учится справляться с собственными ощущениями, да, до возникновения ощущения полноты, достатка того, что есть. Вот, всякая погода хороша. Перенесите. Не, никак не могу. Во-первых, время уже позднее, да? Во-вторых, вы не волнуйтесь, вся инфа будет. Более того, когда мы закончим с вами интенсив, да, я еще по каждым картам буду говорить отдельно. Большое вам спасибо, очень интересно. Про итальянский город и четверку Пентакли — это супер открытие. Но я не претендую на роль того, что я как бы вообще все знаю о всем. Вот. Вот. Но, по крайней мере, ощущение от карты, ощущение от города, мне кажется, что это именно то, что Уэйд хотел передать. И плюс в этих картах очень много заложено скрытой символики. Масоны, они любили этим баловаться, да, скрытой символикой всякой такой. Вообще у них это прям в крови. Вот. Поэтому тут много-много всего. Но я вот поверхностно даю только ощущения. Вот. Для желающих, ну, там уже можно будет погрузиться в каждую карту и на уровне знаний чуть более подробно. Да? Вот, к примеру, что такое триумфатор, человек может знать из курса, школьного курса, да, в 1910 году, я думаю, этому особо не учили, что такое триумфатор и прочее, прочее. Для масонов это было своего рода, ну не то чтобы тайное знание, но знание, которому в обычной школе не учат. Это в высших школах учили, что в античности вот люди еще вот это, всякое такое.
Вот. И то тут в картах есть, нет много того, что мы сейчас знаем, да. Ну, скажем так, уровень образованного человека в викторианской Англии и уровень современного а, 9-10-классника, ну, такого разумного, хорошего, да, ну, вот что-то сопоставимое по объему знаний. Вот. Сейчас у нас инфа сыпется каждый день просто таким потоком, который им там в 1910 году даже и не снился. Там выяснить, что это за город такой, да, им нужно было перелопатить гравюры и книжки и прочитать хотя бы книжку, да, вот этого романиста. Вот. А сейчас нам достаточно просто вспомнить, что что-то я подобный пейзаж видел где-то на фотках, да, у кого-то из туристов, да, и вспоминая, что вот есть такой город, в котором в самом деле вот он такой самый средневековый, самый законсервированный город, да, вот приходят аналогии и понимаешь в том, что в то время как раз и книжка была про это. Вот, так что тут это явно не случайно. Вот, знать бы все про все карты, но тут мы можем только угадывать. К сожалению, прям подробных записей о том, как создавалась каждая карта, мы не имеем, но вот, допустим, мы знаем, что по тройке пентаклей, да, это явная аллегория на масонов. Там прям притчи такие были. Вот, 3 уровня братьев у них было. И это аллегория на то, что один каменщик кладет камень на камень, второй строит стену, а третий строит храм. Все они строят храм, но каждый на своем уровне строит храм, да? Вот это вот явная аллегория к этому. А как вы относитесь с точки зрения прорисовки карт к Таро масонов? Там столько символики. Да что-то как-то не досуг было Таро масонов именно. Дело в том, что в Таро столько символики, что каждый может найти в этом что-то свое. Вот. Я не такой фанат масонов, да, чтобы углубляться именно в историю масонов. Да? Вот. Мне больше нравится сама система Таро. Я фанат системы Таро, а не масонов. Вот. Карты Таро созданы не потому, что масоны их создавали, да, а потому, что люди, которые создавали их, были еще и масонами, и включали в эти карты еще и то, что для них было близко. То есть это одна из граней карт Таро. Вот. Там же еще и нумерология, еще и алхимия, еще и астрология, да. Тут можно сказать, что тут и, ну, есть таро астрологов, да, астрологическое таро, да, от чего все по-разному. Вот, поэтому мы рассматриваем то, что нам интересно. Мы погружаемся в карты таро на тот уровень, который нам приятен и интересен, и которого нам достаточно, хватает, да. Зачем брать больше, если тебе хватает и этого? Вот такие дела пироги. Поэтому кому-то хватает ощущения, что вот, ну, в самом деле, если фигура одинокая, если есть по ощущению, что женщина тут одинокая, но если вам кажется, что одиноко, ну, может быть, для вас эта карта будет работать как символ одинокой женщины. Для меня эта карта идет как символ обеспеченной женщины, которой скучно. Тут нет ощущения того, что у меня нет мужчины, мне грустно, скучно. Нет, ей скучно от того, что у нее все есть. Ну, мужчина есть, поэтому как бы, ну, я могу и отдохнуть от этого мужчины. Я одиноко в данный момент от того, что мужчина, он там есть, где-то в доме спит, да, но мне сейчас с ним скучно. Мне вот хочется своими делами заняться. Вот. Чем астрологическое таро отличается от каббалистического? Тем, что астрологическое таро там упор на астрологические символики, а каббалическое таро упор на каббалическую. На каббалистскую, каббалистическую. Как правильно по-русски? Не знаю. Да. Я есть плохо говорить по-русски. Да? Вот, чем астрологическое таро отличается от каббалистического, примерно тем, чем каббала отличается от астрологии. Чуть разный взгляд на ту же самую песочницу. Вот. Всё.
как кому нравится. Если вам ближе астрология, рассматривайте карты Таро с точки зрения астрологии. Если каббала, с каббалы. Но каббала это такая штука, которая, в принципе-то, которой традиционно учат, начиная с 40 лет. Потому что считается, что до 40 лет человек еще слишком молод и глуп, наивен, достаточно неопытен, чтобы понять, что такое каббала вообще. Тут я как бы, ну, склонен согласиться. Хотя, опять же, в современности человек этот опыт информационный, по крайней мере, накапливает очень быстро. Вот. Вот такие дела впереди. Хорошо, всем спасибо за сегодняшний вечер. Сегодня у нас четверг, да? Соответственно, где-то к понедельнику давайте будет у нас следующая лекция. Мы рассмотрим с вами, как ни странно, эти мечи. Вот. Я вам объясню, что такое двойка мечей. Интересная карта такая вот для современных психологов, очень интересная карта. Вот. Четверка мечей. Тоже классная карта тем, что, опять же, масонская очень карта. И вспомним, при чем тут Гоголь, при чем тут вообще, и при чем тут выход из зоны комфорта. Хорошо, ну что, увидимся до понедельника в 20:00 по Москве. Жду вас всех на лекции, либо если у вас не будет возможности, то в принципе в записи всегда можно лекции глянуть. Счастливо, увидимся.